Зет никогда так сходу не поясничал. Он всегда... Да, видимо, она не дописала. Опа. А ты что здесь делаешь? Просто сделай уже нормальную интерактивную доску. Балбес. Короче, Малус. Да, действительно балбес. О, да, конечно, непредумышленное убийство. Как говорится, для организации все средства хороши, даже если это разом заставить уничтожить 12 живых деревьев. И ведь напомню, единственное, что меня спасает от отвязки от времени, наличие задания по поиску Тадмавриэля. Это пипец, даже непонятно, что в моей ситуации лучше, отец или организация. То и то зажимает и постоянно донимает. Надо делать какой-то выбор. Но перед этим нам нужна информация от Тадмавриэля. Логично? Логично. Всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы меж двух огней. Да, тут у нас организация, которая в шаге, чтобы уже насильно и одновременно по контракту отвязать меня. А тут у нас Тадмавриэль, который не стесняется в выражениях, не стесняется своей силы. При этом живой и не отвязанный я только благодаря ему. Благодаря тому, кто гасит меня. Я так подумал, единственное стопроцентное, с кем у меня было положительное взаимоотношение, это Гусыня. О, слышу. Привет! Вот ты самая лучшая. Никогда бы не подумал, что буду любить гусей. О, господи, как это плохо звучит. Короче, раз уж заговорили, давай реально покормим нашу красотку. И как же это сложно-то, а? Спать, когда все мысли занимают высокоморальные вопросы, почти не получается. Одно дело убивать для самозащиты, и совершенно другое убивать ни в чем не повинных существ. Даже если они сами хотят умереть. Всю ночь эти феи летали перед глазами. Черт. Да, ладно, сейчас. Вот, держи. Ладно. Видимо, это знак, что сейчас лучше заняться более приземленными делами. Я так и не обсудил с Лайей, что нам делать с этим Питом. Пожалуйста, Лая, пусть в этот раз ты будешь в моем измерении, и мне не придется тебя искать. Так, хорошо. У меня, кстати, 3 яйца. Ну, хорошо, хоть покормить успели. Ладно, мы одеваемся. Всякое ненужное убираем. И прописываем Пронус. Угу, благодарю. Итак, Лая... Нет, только не говори, что тебя здесь не будет. О, ну да, конечно, как обычно. Раздражают эти хаотичные пересечения с ней. Может быть, мне на нее тоже маячок повесить? Ладно, все, да? Монолог закончился и... То самое. Наверное, все-таки ничего плохого не случится, если я вот так аккуратненько подойду и... Опа! Новая страница Лаи. Здесь Л? В? Подожди, Лолошка и Вальдхар? А еще Эл сказал, что В так пытается выстраивать со мной романтические взаимодействия. Не понимаю, что я должна при таком ощущать. Это очень неловко и неприятно одновременно. Наверное, лучше сделать вид, что я до сих пор ничего не понимаю. Возможно, в какой-то момент он отстанет. И надеюсь, это никак не повлияет на совместную работу. Это действительно то, что мы обсуждали в предыдущей серии. Типа, мы говорили про Вальдхара и сажали деревья. Действия В так не похожи на Z. Они такие вульгарные, будто бы меня снова окунают в грязь. Но не для тренировок по нахождению в агрессивной среде. Да, я стараюсь напоминать себе, что В просто пережил много неприятного, но это не помогает мне оправдать его действия в собственных же глазах. Зет никогда так сходу не поясничал. Он всегда... И на этом конец. Да, видимо, она не дописала Опа. А ты что здесь делаешь? Ничего. Вот жду тебя. А я вот была у Вальдхара. Еду ему приносила. Да? И как у него дела? Да в порядке у него дела. Жалуется, что ты про него забыл. Серьезно? Я же не был всего лишь 1 день. Лолошка, сколько бы это ни было, мои уши это не спасло. У тебя что, какие-то новости есть? Ты что-то хотел обговорить? Так, подожди, я дневник взял. О, господи, он у меня в руках.
А что мне делать? Обсудить Тед Мавриэля, обсудить старину Пита? Нет, новостей нет, просто хотел увидеться. Ну, мы хотели Пита обсудить, получается, что мне делать с этим синим чуваком? Вот я с ним подружился, а дальше-то чё? Пит. И как успехи с ним? Да вот, пересекался с ним. Забыл, кстати, рассказать об этом. Он был рядом, когда мне выдавали штрафное задание. Мы ходили с ним выпить. Так, я, конечно, рада за вас, но полезно это ты что-то выяснил? Да, конечно. Например, он не особо хорошо относится к руководству. Ты бы видела, как он злился, что мне этот штраф выписали. Думаю, нам это может помочь, Лая. Ну да, ты прав. Это хорошо. Это поможет нам, если придется уговаривать его заниматься странными для него вещами. А нам придется уговаривать Лолошка. Ладно. Так а что будем делать дальше? Я его к себе уже довольно сильно расположил и... Да-да-да, поняла сейчас. Он же у нас техник, верно? Значит... Это, конечно, зависит от его разряда, но... Если он уже близок к пенсии, то доступов у него наверняка достаточно. Лолошка. Он работает с большим количеством секретных данных, системами и оборудованием различных отделов. Ну да, и да, что... это вряд ли напрямую нас приведет к работе кого-то из руководящего состава. Я про больших руководителей, если что, не про обычных начальников команд. Но все-таки косвенными путями мы сможем добыть много полезного. Блин, Лая, слушай, а может быть давай сначала посмотрим, что мы вообще знаем? Иди-ка за мной. Куда? А, доски, кстати! Смотри, у нас тут реально много полезного. Бумажки. Если честно, я перестала их разглядывать. Они заполнены большим количеством ненужных вещей. И весьма хаотично, кстати. Например, вот тут. Ты сам-то пробовал здесь прочитать? Ты зачем-то пытался выписать оргструктуру. Непонятно только зачем. Эй! Вообще-то я не знал, как и что у вас в Синклите работает, ты забыла? Я выписывал все, что потенциально может быть полезным и... И как? Полезно? Ну... Немного... Вообще... Короче, Лолошка. Рекрутеров у нас тоже называли сиделками. Они в поля выбираются только... Ну, для рекрутинга. И то уже практически не выбираются. Короче, нет. Тебе бы упорядочить тут все. А еще, кстати, это... Ты сам-то это перечитывал? Вообще непонятно, зачем это... Ой, не надо, Лай, это нужно. Всю информацию нужно фиксировать. Это полезно. Ой-ой-ой, уж ты-то должна это знать. Тогда систематизируй ее лучше. И в следующий раз вообще-то... Да ну что нужно-то? Я знаю, Лая. Черт, я понимаю. Я и сам уже в этом всем начал путаться. Блин, я так долго их собирал, тщательно все выписывал, чтобы не забыть. И все впустую. Я ведь все и так это прекрасно помню. И ничего между собой вообще не связано. Никаким новым выводом они меня не приводят. Просто впустую время тратил. Как же я это ненавижу. Пиши, не пиши. Сколько можно? Эй! Слушай, это нормально, такое бывает. Систематизировать информацию — это нужно уметь. Чего? Ну какой же ты дурень! Как же долго до тебя доходило. Лолошка, в этих идиотских досках нет совершенно никакого смысла. Еще и кичился, что твой способ лучше моего. Нет, что за... Иди отсюда! Эй! Ну как же ты не додумался? Уходи! Ты в моей голове, ты не настоящий! Это я не настоящий. Что ж, тогда давай вместе подумаем. Кто все время спасает твой зад, если не я? Знаешь, Лолошка, на твоем месте я был бы повежливей. А что насчет твоей глупости? Вон там. Разобраться очень-очень легко. Просто сделай уже нормальную интерактивную доску. Балбес. Ну? Приятно было увидеться, красавица. А с тобой в этот раз не очень. Чао. Ну, так и чего ж ты задумался? Зачем ты используешь такие устаревшие способы хранения данных,
когда в твоем распоряжении целый бункер с кучей высокотехнологичного оборудования? Да, Лая, я уже... Стоп. Слушай, а ты сейчас слышала что-нибудь? Ты что-нибудь чувствовала? Чего? Короче, Малус. Да. Действительно, балбес. О, стоп, что? Погоди, еще раз. Он сказал балбес, и она говорит... Действительно балбес. А, Лолошка вслух это все произносил или как? Или же это Лая что-то говорила, а Лолошка интерпретировал это в качестве подсознания в виде Джона? Нет, слушайте, кажется, что это Лолошка вслух произносил. Как это странно, да? Короче, в любом случае заряжаемся. И что же в итоге Лолош... Опа... Что в итоге Лолошка придумал? Но давай сначала задание. А, нет, это сообщение. Совет по организации работы персонала команд по исполнению решений. Копия Кацпр-Малецки. Тема: дисциплинарное взыскание 2, выговор 1. Результат выполнения... О, штрафного задания. Это с деревьями получается. Ну-ка. Сообщаем вам, штрафное задание было выполнено удовлетворительно. Напоминаем, подобные задания не оплачиваются. Их успешное выполнение не предоставляет сотрудникам организации дополнительных привилегий. Информация о дисциплинарных взысканиях не удаляется из вашей персональной документации. А самое главное, наличие дисциплинарных взысканий влияет на оценку вашей работы, которая проводится раз в 2 синклитовых цикла, и от которой зависит пересмотр вашей заработной платы, а также повышение по рангу. Однако, успешное выполнение штрафных заданий может уменьшить ваш штрафной коэффициент. Смотреть корпоративный глоссарий. На усмотрение руководителя. При наличии дополнительных вопросов по регулярной оценке работы персонала, пожалуйста, обратитесь к своему непосредственному супервайзеру. Пожалуйста, не отвечайте на это письмо. Спасибо. Угу. Ну, то есть, короче, это хорошо, да? Ну, наверное, это хорошо, да? Интересно, какой у меня уже успел накапать штрафной коэффициент? О, так, погоди-ка. Что? Еще сообщение. От Кацпр-Малецки. Тема: локализация и ликвидация выжившего, задание ДС... Погоди, это про Тодмавриэля, что ли? Эй, Лолошка, привет! Как твои дела, как успехи? Если есть чем поделиться, ты сообщи, а? Найду возможность к тебе наведаться. Если же поделиться нечем, напоминаю, что время идет. Пожалуйста, поторопись. Жму руку. Блин, да хватит меня торопить! Ну не сейчас! Вообще ж не до этого! Я, блин, даже не придумал, что сказать вам. Ладно, отвечу потом. Так, я хотел сделать интерактивную доску. Эй, а ты чего это так резко ушел? Мы же пока вроде ничего не обсудили толком. Лая, да и нечего вроде пока обсуждать-то. Я хочу прояснить всю картину целиком, и потом уже действовать. Ладно, раз ты думаешь, что это поможет, я принесу сюда твои доски, принесу. Прунус. Открыто новое исследование, интерактивная доска. Чего? Чего мы собираемся делать с этими досками? Подожди, исследование где? Здесь? Нет. Ну очевидно, что исследование это в этой комнате, поэтому приветствую. Исследование. Вот оно. О-хо-хо! Интерактивная доска. Неужели мы как-то упорядочим всю информацию, которую собрали? На ней можно рисовать и писать все, что только захочется. Так, делается... Ну, кстати, все ресурсы у меня есть. Да, у меня даже конденсатор, я помню, где-то был. Но нам требуется... базовая схема управления. Я не помню, есть у меня такое или нет, но надо бы узнать. Да, 3 штуковины присутствуют, поэтому не проблема. Замечательно, ресурсы собраны. Исследовать. И всего будет 2,5 минуты. Найс. Заметил, что на это тратится опыт, поэтому забежим. Угу, обязательно потренируемся. И, блин, у меня вопрос. Где мне опыт брать? Вот, типа, я очень мало его коплю. То, что я хожу на тренировки, это, конечно, спасибо, это круто. Гусыня, может быть, если я покормлю тебя, то мне дается? Давай-ка я пойду проверю. Я, по-моему, правда ни разу не проверял. Или просто забыл. Если я кормлю, то... Ну-ка, вопрос. Гусиный хвостик аж подрагивает от радости, но опыт не дали. Капец, у меня уже 4 яйца. Я так-то силен. Так, и смотрим. Стальная пластина, стекло. Мне, наверное, нужно только... Ну, стальная пластина. С молотком инженера объединяем. И вроде как все. Исследование завершить. И раз уж исследование сделано, остается только соединить. Я сейчас по памяти, ребят, вот прям по памяти это все делаю. По-моему, как-то вот так вот, вот так. Потом стекло слева. И да, интерактивная доска. Катсцен? Что? А ты быстрый, однако. Ну не надо, Лай, отстань. Только не напоминай, что я мог это сделать давным-давно.
Ну... Хорошо, ладно. А где ты поставишь ее? Что? В каком это смысле? Ну, организация-то про эту доску не должна знать. А, черт. Ну, у тебя поставим. О, нет, слушай, я очень тебе благодарна, что ты меня поселил в этом своем месте, но давай, пожалуйста, мы начнем соблюдать и мою приватность тоже. Я не хочу, чтобы ты так часто у меня бывал. При всем уважении, конечно. В отличие от Вальдхара и тебя, ко мне стучаться не получится. Ладно, я придумаю что-нибудь. Так, интересно даже что. Привет. Ой. Так, ладно, если серьезно, то что делать-то? В отличие от Вальдхара, бла-бла-бла. Ладно, я что-нибудь придумаю. Что ты, блин, придумаешь? Доска... Фига, она прям такая высокотехнологичная. Короче, мне нужно что-то такое, где организация не появится, но при этом я смогу легко записывать информацию. Где это может быть? Чисто теоретически это может быть Вальдхар и его гараж. Как будто это нормальное место, правда, туда ездить придется. Но ничего, собственно, открываем. То есть мне нужно здесь что-то сделать? Так, ладно, это тяжелее. А что я могу сделать-то? Мне, значит, нужно в пределах бункера понять, как я могу спрятать эту доску. Эй, Уткар, может быть, построить что-нибудь? Исследовательский модуль. Не, ну улучшать-то вряд ли мне что-то надо. Видите. 1. Построить новую комнату. Что вы хотите сделать? Ой, давно я не слышал этой фразы. Ну, допустим, построить новую комнату. Видите. 1. Секретный модуль. Что? Секретный модуль? Это откуда такое? Ладно, секретный модуль. Что? Это что такое? Незадокументированный модуль. Внимание, проектировка данного модуля аннулирует гарантию. Секретная комната, оборудованная потайной дверью и резервным источником питания. Идеально для того, чтобы собираться с друзьями и строить секретные планы. Ой-ой-ой, 12 тысяч опыта надо. У меня ровно 12. Ладненько, значит, отследить. И что у нас? Ну-ка. Задание секретный модуль обновлено. Все, получается, вы тут будете общаться, а я в этот момент батрачить. Правильно понимаю? Ну так-то, наверное, все есть, кроме алмазный кристалл. Я не знаю, есть или нет. Давай сразу здесь проверим. No, тоже нет. Да, 1. Фух, слава тебе, господи, я все собирал. О, а теперь можно выйти. Оу, Задание секретный модуль выполнено. Итак, 12 тысяч опыта. Все присутствует, все ресурсы собраны. Скажешь что-нибудь? Сколько можно пялиться друг на друга, я не понимаю. Ладно, тогда мы... Что? Секретный модуль. Это мне нужно опять через вот эту утку, да? 1. Построить новую комнату. Что вы хотите сделать? Хочу построить новую комнату. Видите. 1. Секретный модуль. Да, секретный модуль. Итак, построить! Ну-ка. Что же это за секретный модуль такой? Причем он огромный получается, потому что столько ресурсов надо было на него потратить. Давненько мы фоточки не использовали, да? Аллай, ты посмотри, мне прям нравится, как я это все делаю. Да, я такой крутой, это правда. И? Что скажешь в итоге? Красота, да? Ух ты ж, батюшки. Так, ладно, давай вернемся к вопросу. Что мы имеем? Пит работает в техническом отделе. Мы уже обозначили, что у него есть доступ к другим командам. Доступ к их оборудованию, материалам, которые они используют в работе. Поэтому нам нужно выведать у него, с какими именно командами он регулярно взаимодействует. Что думаешь насчет этого? Блин, ну я бы хотел доску сначала посмотреть. Надо понять, кто стоит за всем этим, глобально. Откуда вообще исходит решение по стиранию веток? Это, кстати, хороший вариант. Надо понять, действительно ли организация работает над другим способом помощи выжившим в стертых ветках. Если работает, мы должны им помочь. Ну не знаю, как будто не то. Если честно, я даже не знаю, с чего начать. Что ты предлагаешь? Ну, как будто очевидно первое. Надо понять, кто стоит за всем этим глобально. Откуда вообще исходит решение по стиранию веток? Вот. Ах, Лолошка, ну нет же.
какая нам сейчас до этого разница? Что? В плане, ты к чему это? Нам нужно получить больше информации о работе полевых отрядов. Найти способ подорвать ее. Что? Лая, зачем? Они же просто буквально выполняют данные сверху задачи. Так, короче, мы работаем вместе с Вальдхаром. Он тоже должен участвовать в этом разговоре. Я приведу его. Типа, мы что, голосование будем устраивать? Не совсем понимаю, зачем она хочет подорвать работу штурмовиков. Какой в этом смысл? Навсегда-то эту работу мы все равно приостановить не сможем. По крайней мере, пока не разберемся в сути проблемы. Да, вот, кстати, я тоже не совсем понял, зачем нам подрывать работу штурмовиков, если нам нужно сделать так, чтобы штурмовики не работали в принципе над этим. Ой, кстати, а вы это видите? А почему у меня тратится заряд? У меня кислорода здесь нет, господи! Ой, что-то поломалось уже, а чё так быстро? Ща, на всякий случай, подожди. Хотя нет, давай пойдем сразу чинить. Как выйти отсюда? Йо, как это прикольно! Я никогда бы не подумал, что здесь секретный проход. А как надо? Получается, вот главный модуль. Мне пойти сюда, тут открыть, и все. Круто! Да, вот только у меня тут уже опять что-то поломалось. Сейчас мы проверим. Слизни ферма, медицинский модуль. Ну, в целом, как будто это изи. Только я ненавижу, когда вообще что-то ломается. Скажу честно, меня правда напрягает то, что сказала Лая. Зачем нам пакостить штурмовикам? Типа, зачем нам подрывать их работу? Это настолько нелогично и одновременно идет вразрез с нашим планом. Ну, типа, порешать проблему стирания веток. Мы-то хотим, как бы, чтобы ничего не стиралось, и мы после этого ушли в живую ветку, помните? Если мы подорвем работу штурмовиков, это вообще не решит проблему самой организации. Так, здесь мы, значит, все чиним, продолжаем. И остается только секретный модуль. Ну-ка, вот здесь, да? Починить. Все. Ну что? Лая, Вальдхар, вы там собираетесь приходить или нет? Пока что непонятно. Они в итоге телепортируются... Понял, не телепортируются. Надеюсь, это они. Я надеюсь, это не какой-нибудь там Малецкий или Луиза де Саль. Блин, на самом деле, скорее всего, Малецкий. Потому что он мне написал, помните? Вот. А я ему так и не ответил. Всякое ненужное быстренько убираем, выкидываем. Далее одеваемся. И кто у нас? Ну-ка. Да, Лолошка, а я думал, ты про меня совсем забыл. Блин, Вальдхар, извини, я просто был занят другими вещами. Да. Долбаный костюм. Ничего, просто не делай так больше, а? Окей. 10%! Капец, как ты так быстро все это тратишь? Нет, ты не представляешь, как мне тоскливо одному сидеть. Мистер Флафферти считает, что мне нужно чаще чувствовать себя полезным. А когда сидишь один, полезность свою как-то не особо ощущаешь. Мистер Флаффер... А что такое? Кстати, где наша девочка? Эй, милая, ты где? Сюда! Окей, так, а мне, блин, зарядиться не получится, правильно? В секретную комнату. Чё ж мы будем обсуждать-то в итоге? О, погляжу, комнату новую сделал. Угу, это секретный модуль, про который организация не должна знать. Угу, понял. Ну... Так, Чё в итоге-то? Чё делаем? Лолошка подружился с одним из сотрудников организации, у которого должен быть доступ ко многим отделам. Мы вот хотим обсудить, как мы это используем. А как мы это используем? Ну блин, пока еще не решили, предлагай свои идеи. Лая хочет подорвать работу штурмовиков. Я считаю, что в этом нет смысла. Лая хочет подорвать работу штурмовиков. Я подумал немного, наверное, я с ней согласен. Не знаю, зачем ты тут нужен? Блин, ну... Я считаю, что в этом нет смысла. Угу. Я считаю, если полевые задачи перестанут выполняться, это заставит их пересмотреть большинство процессов. Потому что главная функция всей организации подорвется. Ну вот как-то так. Ты вообще к чему это? Ло хочет добраться до руководства совета директоров. Но, во-первых, это не такая уж и простая задача, потому что ни у кого в организации нет доступа к такого рода информации о персонале. Угу. То есть самый главный на верхушке пирамиды никому не известен. Во-вторых, даже если каким-то волшебным образом мы это сделаем, это потенциально может подорвать работу других отделов, не связанных с вылазками в поля.
Нарушение работы руководства поставит на стоп вообще все, не только ликвидацию выживших. А мы не можем допустить, чтобы отдел учета, и след отдел, отдел контроля и прочие не работали. Подожди. А чё такого? Почему мы не можем сделать так, чтобы они не работали? Да потому, Вальдхар, ветки все равно должны зачищаться. Подрыв работы штурмовиков это замедлит, но не до конца. Подрыв работы всей организации может замедлить это окончательно. Неужели вы не понимаете? Подожди, я не понял, ты чё вообще несешь, принцесса? У нас тут вообще-то все реальности ломаются из-за стирания веток, если ты не забыла. Нахрена нам просто приостанавливать то, что надо остановить? Ты не понимаешь, Вальдхар. Ветки не могут не стираться. Это необратимый процесс. Они стираются независимо от того, хотим мы этого или нет. Так это же вы решаете, что стирать, а что нет. Ну как ты не понимаешь? Ло, скажи ему! Подожди, я не понимаю сам, какого черта? Мы же вроде как реально хотели подорвать вот это вот все, чтобы не было стираний. Ладно, я помню, она серии 20 назад говорила, что она согласна с тем, что стирания должны продолжаться. Она скорее была возмущена тем, что об этом не знают сотрудники, и она хотела рассказать правду. Но она никогда не говорила, что хочет, чтобы организация именно перестала работать. Блин, а ведь реально, что-то никогда даже не задумывался об этом. А что сказать-то? Я сам не знаю, как лучше. Это вы мне говорите? Я согласен с Вальдхаром. Нам действительно нет никакого дела до штурмовиков. Они просто исполнители. Я согласен с Лаей. Подрыв работы полевых отрядов имеет смысл. Это как минимум остановит убийство хотя бы ненадолго. Я вообще ни с кем из вас не согласен. У нас даже доказательств нет, что что организация сама решает, какие ветки стирать и зачем это делать. Вот, буквально то, о чем я только что сказал. Короче, я ни с кем из вас не согласен. Да, это брехня какая-то. Все и так же очевидно, Ло. Если ты хочешь найти доказательства тому, что ветки не стираются только из-за простого желания организации, уверена, ты найдешь их, Лолошка. Мой план такой. Мы мешаем работе штурмовиков. Отдел контроля на это реагирует. Передаем информацию совету директоров. Директора идут искать проблему. Понимают, что это саботаж. Процессы меняются, и система наконец-то становится нормальной. Блин, она говорит так, как будто хочет вернуться в организацию, но с другими устоями, правилами. Чьих? Иди ты. Лолошка, не слушай его. Просто ответь, как тебе моя идея? Блин, знаете, что я сейчас вспомнил? Как Луиза де Саль сказала, агент Каталонес, ну то есть Лая Каталонес, она вернется в организацию. Она... А Лая-то знает о том, что она вернется в организацию? Ладно, окей, твоя взяла. Делаем так, как ты скажешь. Хорошо, давай начнем с малого. Подорвем работу штурмовиков, а потом обсудим другие отделы. В том числе вышестоящее руководство. Вальд, я ничего не понимаю. Ответь ей ты, пожалуйста. Ну ладно, чё, подорвем работу штурмовиков, а потом обсудим другие отделы. Нам-то нужно именно вышестоящее руководство. Да, реально? На кой хрен вы меня сюда позвали, если даже выслушивать не стали? Не бубни, ты еще поймешь, что я была права. Как обычно. Да идите вы, блин. Лолошка, спасибо, что решил поддержать меня. Что? Это не была поддержка! У меня буквально выбор-то такой себе был! Слушай, я понимаю, что мой план может казаться тебе неправильным, но поверь, другого выбора у нас просто нет. Слушай, Лая, а как конкретно мы будем подрывать работу команд исполнения решений? Ну, вариантов достаточно. Сначала нужно узнать, к чему именно есть доступ у твоего Пита. Разберешься с этим, хорошо? Сейчас я хочу кое-что подготовить. Постараюсь вернуться быстро. Давай, пока. Да. Тут как будто надо, знаете, немножко вчитаться. Мой план такой. Мы мешаем работе штурмовиков. Окей, ладно, с этим я еще как-то более-менее согласен, но если после этого будет продолжение. Пока что Лая вроде согласилась на продолжение. Отдел контроля на это реагирует, передает информацию совету директоров. Директора идут искать проблему, понимают, что это саботаж. Процессы меняются, система наконец-то становится нормальной. У меня складывается вывод, что либо она до сих пор не верит в параллельной реальности, хотя мне кажется, более чем поверила, либо в эту фразу «процессы меняются, система наконец-то становится нормальной» она заложила что-то другое. Самое главное, даже Вальдхар об этом говорит. Ты за чьих вообще играешь? Вот реально? Я сейчас чувствую себя каким-то использованным. Так, Вальдхар, ты где? Ты куда ушел? Вальдхар?
Костюм не забрал, здесь его нет. Так, доски нам не понадобятся пока что. О! Вальдхар? Ты что делаешь? Да вот, решил тоже начать поддерживать свою физическую форму. А еще я злюсь, потому что не вижу смысла во всей этой фигне. Вот. Спасибо, что мотивируешь. Да иди ты. Да. Ну, я согласен с Вальдхаром. Вот честно, если вы хотите мое мнение, я согласен с ним. Вот прям реально согласен. Лая вроде как и не отказалась от нашей идеи, но скорее сначала продвинула свою. Типа, она сначала хочет попробовать вот так, а если, видимо, не получится, то попробуем вот так. На это все мы получим ответ 100%, а пока что давай-ка сюда зайдем. Ну-ка. Процессы. Ух, нифига! Вау, какая красота, блин! Процессы. Главная задача — ликвидация живых в закончившихся временных ветках. Как и почему заканчиваются ветки, знает только высшее руководство. Знает ли руководство, что временные линии в параллельных реальностях также заканчиваются? Пытается ли руководство решить эту проблему? Во, да-да-да! Нам именно это еще нужно понять. То есть, по сути своей, все вопросы, которые мы сейчас можем задавать, на самом деле уже задавались в этом сезоне. Просто их нужно напомнить самому себе, и вы просто поглядите, сколько их. Это просто жесть. Так, где? Я потерялся. О, кстати, у меня же все это время дневник Лаи. Надо бы вернуть. А мои мысли прочитать... А, не могу. Блин, ну, это обидно. Надо бы вернуть, имеется в виду, что я могу прописать пронум. Угу. А далее... Что, прям реально вернуть? Я же не могу? О, реально, смотри! Хи-хи-хи. А если бы я не вернул? Давай вернем на всякий случай. Обидно, что Лолошка в целом не хочет это читать, потому что я бы прочитал. Далее прописываем малус. И прямо сейчас, помимо того, что мы обсудили с Вальдхаром и Лаей, у меня еще один вопрос. А чё там с Тадмавриэлем-то? Мы скажем ему что-нибудь? Мы как-то его там задобрим? У нас же вроде как план. Со всем этим, скорее всего, будем решать уже в следующей серии, а на этом будем постепенно заканчивать. Очень надеюсь, что вам понравилось. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки и подписываться. Напомню, что ваша поддержка — это наиогромнейший буст мотивации. Ну так, знаете, чтобы в одно ухо влетело, в другое ухо влетело, потом... Оно как-то вот так стукнулось друг от друга. И вы такие, а, да, может быть, лайк поставить. Ребят, сори, я уже просто выдумываю всякое, чтобы вы не пропустили мимо ушей. Супер-мега надеюсь на вас, не забывайте подписываться. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и более-менее план действий, с которым я немного не согласен, Вальдхар полностью не согласен, а Лая... Ну а Лая просто Лая. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.